Привет! Сегодня мы поговорим о метаболизме алкоголя. Некоторые из нас любят выпить. Давайте выясним, сколько именно. Эксперты ООН заявили, что каждый четвертый житель Земли употреблял алкоголь. Всего же в мире пьют порядка 2 миллиардов человек. Из них 63% это мужчины. Следовательно, алкоголь является довольно распространенным наркотиком. Я хочу поговорить о том, как алкоголь влияет на нас и как мы метаболизируем его. Вы знаете, что когда мы принимаем алкоголь перорально, он попадает в желудок. И около 20% этого алкоголя на самом деле поглощается именно в нем. Так что эти 20% очень быстро всасываются в желудке, в кровоток. А оставшиеся 80% всасываются в кишечнике. Поскольку алкоголь растворим в воде, то он на самом деле транспортируется в органы тела очень быстро. Он может попасть в мозг в течение 5 минут, а если вы беременная мать, то и в плаценту. Когда алкоголь попадает в кровоток из нашего желудочно-кишечного тракта, он поступает через воротную вену в печень, где преимущественно будет метаболизироваться. Но самое интересное, что в течение 30 минут после приема внутрь алкоголь уже достигает своей пиковой концентрации в крови. Теперь я хочу поговорить о стандартных напитках и промиллях. У нас есть стандартный напиток алкоголя. Это может быть стопка водки или на палец виски, может быть одно пиво в банке 330 мл. В общем, все, что классифицируется как стандартный напиток и имеет примерно 14 граммов стопроцентного этанола. Это много алкоголя. Для человека со средней массой тела около 70 килограммов это в конечном итоге составляет 0,2 грамма алкоголя на килограмм веса, что означает примерно 20 миллиграммов на децилитр крови. Это общепринятые единицы измерения в лабораториях. Поэтому один стандартный напиток составляет около 20 миллиграммов на децилитр. Мы все знаем, что предел содержания алкоголя в нашей крови, при котором мы можем управлять транспортным средством, составляет до 50 миллиграммов на децилитр. В разных странах по-разному, но чаще всего норма не превышает 50. В разговорной речи мы обычно используем промилле, и это соответствует 0,5 промилле, то есть примерно 2 с лишним стандартных напитка. Хорошо, если наш организм отлично расщепляет и выводит этот алкоголь, тогда он может расщеплять один стандартный напиток каждый час. Это означает, что каждый час вы можете метаболизировать 0,2 промилле алкоголя. Дальше нам стоит поговорить о том, что делает с вами алкоголь в разных дозах и как это проявляется. Начнем с 0 до 50 миллиграммов на децилитр. Что он может сделать? Он может сделать вас веселым, счастливым. Может быть, ваша рассудительность начнет немного колебаться, и вы готовы принять несколько потенциально плохих решений. Мы начинаем увеличивать дозу от 50 до 100. Рассудительность ослабевает еще больше. Мы начинаем уменьшать или снимать запреты, а также меняется речь и ее темп. И когда достигает 100-200 миллиграммов на децилитр, вы начинаете вызывать такси, так как это уже проблемы с балансом и координацией мышц. Приближаемся к диапазону от 200 до 300. Это когда вам не просто говорить. Речь становится невнятной, вы также начинаете терять память, и у вас может быть тошнота, рвота, а также вас будет двоиться в глазах. Но если это вас не остановит, вы превысите эту дозу. Что будет, если превысить 300 миллиграммов на децилитр? Здесь у вас действительно начинаются некоторые проблемы. У вас может случиться респираторный дистресс, по крайней мере вы достигаете точки, когда очень трудно стимулировать ваше пробуждение, чтобы вы пришли в сознание, и это потенциально кома. Но это для тех, кто не часто пьет алкоголь. Если кто-то алкоголик, он злоупотреблял алкоголем, выпивал слишком много алкоголя, такие люди могут переносить до 700 миллиграммов на децилитр этанола. Теперь еще раз переведем это в промилле. 50 миллиграммов это примерно 0,5 промилле. Это 2 стандартных напитка. Разрешенная доза для вождения в разных странах. 1 промилле, 2 промилле,
3 промилле, ну и остановимся на 7. Это то, что могут переносить только алкоголики. Примеров в 14 раз больше разрешенного лимита. Перейдем к обмену веществ. Когда мы пьем алкоголь, как я уже сказала, он попадает в нашу воротную вену, следом попадает в печень и проникает в ее гепатоциты, которые являются клетками нашей печени. Поэтому я хочу нарисовать тут гепатоцит. Отдельно разберемся, что будет в нем происходить. У нас есть этанол. Как метаболизируется этанол? Основной процесс, которым мы расщепляем или усваиваем алкоголь, это более 80% этанола метаболизируется таким образом. Через метаболическую систему алкоголь-дегидрогеназа, которая дегидрирует этанол в ацетальдегид. И в конечном итоге в ацетил-КА. И это происходит в митохондриях. Ну, не все это, только ацетил-КА. Когда мы превращаем этанол в ацетальдегид, он это делает с помощью фермента, называемого алкоголь-дегидрогеназа. А когда мы превращаем ацетальдегид в ацетил-КА, мы используем ацетилдегидрогеназу. Теперь запишем алкоголь-дегидрогеназу как АДГ. Но не путайте с антидиуретическим гормоном. А тут мы запишем ацетальдегидрогеназа как АЦДГ. Один важный момент. Когда мы переходим от этанола к ацетальдегиду, мы фактически используем в качестве субстрата НАД. И превращаем его в NADH. То же самое происходит и здесь. Хорошо, запомните это, потому что мы уменьшаем NAD и тем самым превращаем его в NADH. И NADH увеличивается. Продолжим про метаболизм алкоголя. Если мы посмотрим на гены, которые кодируют АДГ, не антидиуретический гормон, а алкоголь-дегидрогеназу, существует два варианта генов, которые на самом деле заставляют метаболизм алкоголя идти довольно быстро. И это означает, что если этот процесс идет быстро, у вас есть один из этих двух генов. Вы производите огромное количество ацетальдегида. Теперь, к счастью, у нас есть ацетальдегидрогеназа, которая позволяет нам быстро метаболизировать его в ацетил-КА. Однако 40% азиатского населения имеют проблемы с ацетальдегидрогеназой. На самом деле они могут иметь мутацию, которая выключает один из вариантов гена, кодирующего АЦДГ. А это означает, что они будут очень медленно метаболизировать ацетальдегид в ацетил-КА. Но они быстро метаболизируют этанол и производят огромное количество ацетальдегида. Затем он начинает накапливаться, и им становится плохо. У них начинаются приливы, покраснение лица, а иногда даже бывает рвота. Еще один важный момент заключается в том, что 10% из этих 40% населения имеет мутацию такую, что оба варианта гена отключены. Это означает, что они вообще не могут метаболизировать ацетальдегид. От алкоголя им становится очень-очень плохо. А значит, есть процент населения, который никогда не станет алкоголезависимым и не будет злоупотреблять алкоголем. Мы видим основной путь метаболизма алкоголя, о котором я рассказывала ранее. Теперь разберемся, что произойдет с ацетил-КА. Происходит с ним преимущественно две вещи. Мы превращаем его в воду и углекислый газ. Весь алкоголь, который поступил в печень, метаболизируется до воды и углекислого газа. Но 10% от всего алкоголя, который мы на самом деле употребили, может выводиться с мочой и через дыхательные пути. На самом деле, после употребления алкоголя вы выдыхаете его фактически в той же концентрации, что и концентрация в вашей крови, потому что этанол водорастворимый. Это причина, по которой алкотестеры настолько успешны, так как они точно показывают, каковы показатели содержания алкоголя в крови. Если вы хотите в меру употреблять алкоголь и не превышать 0,2 промилле в час, то нагляднее всего контролировать выпитое алкотестером. Мы разобрали путь метаболизма алкоголя, который происходит у большинства. Давайте поговорим о других путях. Например, люди, которые выпили слишком много алкоголя, или алкоголики, не просто используют основной путь для метаболизма. Они на самом деле запускают другой путь. Теперь этот путь происходит в эндоплазматическом ретикулуме.
Давайте нарисуем это. Что произойдет? Этанол направляется в эндоплазматический ретикулум. Проходит пару шагов, превращается в ацетальдегид. И это происходит из-за очень важного фермента под названием цитохром P450. Это особый вариант этого цитохрома 2E1. Давайте запишем. CYP2E1. Что он делает? Это то, что он берет избыток этанола для людей, которые проглотили слишком много этанола, и превращает этанол в ацетальдегид. Это называется система микросомального окисления этанола. Вы, возможно, слышали о ней. Основная проблема в том, что CYP2E1 используется в метаболизме ксенобиотиков. Это означает, что его можно использовать для разрушения определенных типов токсичных продуктов, поступающих в организм, включая алкоголь и сигаретный дым. Но в основном что получаем при этом процессе, это активные формы кислорода. АФ. Что делают активные формы кислорода? Они запускают процесс уничтожения клетки. И это означает, что люди, которые употребляют слишком много алкоголя, активируют этот путь, выделяя АФК. В конечном итоге избыточное количество АФК разрушает гепатоцит. И получается, это один из способов, которым мы можем повредить печень при употреблении алкоголя. Также в этом процессе используется НАД в создании NADH. Дальше происходит то, что мы снова уменьшаем количество НАД и увеличиваем количество NADH. Запомните это. Еще один альтернативный способ, которым мы можем метаболизировать этанол, теперь это происходит в пероксисомах. CYP2E1 происходит в эндоплазматическом ретикулуме, а это происходит в пероксисомах. Нарисуем ее. Что на самом деле здесь происходит? Этанол входит в пероксисомы при помощи перекиси водорода, который в пероксисомах превращается в воду и ацетальдегид. Все эти метаболические процессы, кроме выделения его с мочой, потом и дыханием, превращают этанол в ацетальдегид. А это означает, что поднимает уровень ацетальдегида вверх. И он должен превратиться в ацетил-КА. Во всех этих процессах мы уменьшаем общее количество НАД и увеличиваем количество NADH. Почему нам так важно было это запомнить? Причина в том, что ацетил-КА очень важен, когда речь идет о синтезе жирных кислот, а также окислении жирных кислот. Жирные кислоты расщепляются для использования в качестве энергии, а для их окисления нам нужно большое количество НАД. Но у нас нет большого количества НАД из-за метаболизма алкоголя, поэтому мы не можем расщеплять жирные кислоты, чтобы использовать их в качестве энергии. Мы можем использовать эти большие количества NADH и эти большие количества ацетил-КА для производства жирных кислот, а затем сохранить эти жиры в виде триглицеридов в печени, и это приводит к ожирению печени. Как это происходит? АФК, выделяющийся из пути метаболизма цитохрома P450, этот кислород повреждает клетки и ускоряет весь этот процесс создания жирных кислот из ацетил-КА, которые накапливаются в виде триглицеридов в самой печени. А также эта окислительная среда способствует привлечению Т-клеток и прогрессированию заболевания печени. Одно из последних, что приводит к повреждению печени алкоголем, это когда этанол проходит через ЖКТ и попадает в толстую кишку, где находится большинство бактерий. Он может повреждать эти бактерии, при этом основная часть из них полезная. Когда эти бактерии начинают отмирать, они высвобождают то, что называют липополисахаридами. ЛПС, я запишу. Хотя липополисахариды – это фрагменты сахара, которые находятся на бактериях, когда бактерии повреждаются, эти липополисахариды прыгают в кровоток, путешествуя по нему к печени, стимулируя клетки Купфера в печени к высвобождению всех этих воспалительных молекул. Это цитокинов, факторов некроза опухоли. Фактор некроза опухоли влияет на липидный метаболизм, коагуляцию, устойчивость к инсулину. Это тема для отдельного выпуска. Но все это приводит к воспалению печени. Давайте обобщим все, что происходит во время метаболизма алкоголя. Что может повредить печень?
Первое. У вас есть активные формы кислорода из-за микросомального окисления. Второе. У вас производятся и хранятся жирные кислоты. Третье. У вас воспаление из-за липополисахаридов, высвобождаемых из расщепленных бактерий в кишечнике, направляющихся в печень. И еще один немаловажный момент. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы пьете чрезмерное количество алкоголя поздно ночью, вы можете проголодаться, даже если вы поели? Почему это? Помните, что ваш мозг использует для энергии только глюкозу. Когда вы проходите через гликолитический путь, расщепляющий глюкозу с образованием энергии, вам действительно нужен НАД. И он фактически ингибируется высоким уровнем NADH. На самом деле все эти высокие уровни NADH подавляют гликолитический путь. Вы не можете использовать глюкозу для производства энергии, поэтому мозг не получает никакой энергии и думает, что он голодает. Поэтому мозг говорит вам, что пора пойти и погулять в 2 часа ночи за шашлычком. Что вы делаете? Вы едите шашлык в 2 часа ночи, но вы все еще не можете использовать глюкозу. Зато получаете много жиров. Поэтому вы еще больше увеличиваете общее количество жиров в своем теле, которые снова будут копиться вокруг печени. Это все, что нужно было знать о метаболизме алкоголя. Пишите в комментариях, что бы вы хотели узнать. +1 к знаниям. Подпишись, будет больше.